Рысь защищала странную коробку в снегу. Старик открыл ее и вызвал полицию. Зима в северных лесах – суровое время, когда каждый зверь борется за выживание. Семен Петрович, бывший лесничий, хорошо это знал, но то, что он увидел в конце февраля, выходило за пределы его опыта. В сотни метров от старушки он заметил рысь. Она не охотилась и не двигалась, просто сидела в глубоком снегу, прижавшись к какому-то темному предмету. Прошел день, затем второй, а рысь не уходила. Она худела, покрывалась инеем, но не покидала места и внимательно следила за человеком. Семен Петрович пытался оставить мясо, но зверь не реагировал. Только тихо урчал, когда старик подходил ближе. Было ясно, она что-то охраняет. На третий день ударил сильный мороз. Понимая, что животное погибнет, старик взял палку и направился к нему. Рысь не напала. Она медленно поднялась, посмотрела на человека долгим, почти просящим взглядом и отошла в сторону, исчезнув среди елей. В снегу остался картонный ящик. Семен Петрович вскрыл его и замер. Внутри лежала шкатулка, деньги и включенный телефон с аккумулятором. А на дне конверт с надписью «Помогите ему выжить». В этот момент он услышал слабый писк. Под тканью оказался крошечный котенок, едва живой от холода. Самодельный обогрев в коробке уже не работал. Рысь, вероятно, почувствовав тепло или услышав малыша, несколько дней грела его своим телом, не давая замерзнуть. Старик вызвал полицию. Позже выяснилось, коробку оставили преступники, похитившие редкого котенка из питомника. Они собирались вернуться, но не успели. Полицейские были поражены. Без рыси животное не прожило бы и пары часов. Через неделю Семен Петрович снова увидел ее в лесу. Он оставил мясо на пеньке. На этот раз рысь подошла и приняла дар. Иногда даже в дикой природе проявляется то, что люди называют состраданием. И порой именно зверь становится тем, кто спасает жизнь.